Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам сегодня связать вот такую вот милую небольшую шкатулку крючком. Шкатулка может быть подарком на 8 марта. Можно сюда внутрь положить какой-нибудь небольшой сувенирчик, также в подарок. Можно просто для дома связать такой милый аксессуар и здесь в такой шкатулке хранить какую-нибудь мелочевку. У шкатулки есть устойчивое дно и крышечка. Я связала эту шкатулку из полиэфирного шнура. Вот плоский шнур толщиной 3 мм. И буду использовать крючок номер 7. Также при вязании шкатулки может потребоваться крючок номер 4. И для того, чтобы спрятать и закрепить хвостики, я использую вот такой жидкий, быстрый, секундный суперклей, чтобы здесь не было ни узелков, ни хвостиков. Вот они маскируются и закрепляются клеем. В этом видео, конечно же, шкатулку можно связать из более толстого шнура. Можно использовать шнур с сердечником толщиной 5 мм, соответствующий крючок. Конечно же, тогда у вас размер шкатулки увеличивается, и это будет даже как мини-корзинка. В этом видео я подробно расскажу все моменты вязания данной шкатулки, буду подробно показывать. Если вы только учитесь вязать крючком, это видео вам тоже сильно поможет отработать технику вязания. Итак, приступаю к вязанию шкатулки, и вначале мы с вами будем вязать основу, начиная с донышка. Здесь, как вы видите, связан круг, причем круг мы будем вязать узором столбиков в раскол, и будем, конечно же, вязать круг правильной формы. Для вязания круга правильной формы я вам прилагаю схему. По схеме всего я провязываю 5 рядов. И вначале делаю вот такую вот просто воздушную петлю, ввожу крючок в центр вот этого начального кольца петли, вытягиваю как петлю и провязываю первую воздушную петлю. Далее из этого начального кольца провязываю первый ряд 6 столбиков без накида. Причем при вязании, смотрите, столбиков захватываем шнур снизу вверх и вытягиваем, смотрите, вот таким движением крючка вверх вытягиваем петлю, подхватываем и затем провязываем первый столбик. Всего так вытягиваем и провязываем 6 столбиков. Не затягивайте ножки столбиков, вяжите свободно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязав вот первый ряд столбиков, смотрите, теперь затягиваем первый ряд, затягиваем начальное кольцо, но не сильно, то есть мы здесь пока не затягиваем прям вплотную. И соединяем первый ряд столбиков в кольцо. Для этого немножко вытягиваем рабочую петлю. Теперь смотрите, вот она идет вершина первого столбика и ножка столбика. Смотрите, ножка столбика, вот 2 полупетли столбика без накида, и идут 2 вертикальные вот ниточки вниз, это ножка столбика. Через вершину 2 полупетли с изнанки на лицевую вкалываем крючок, подхватываем вот эту рабочую петлю и протягиваем наизнанку. И здесь мы, смотрите, вот этот хвостик идет наизнанку начального кольца, подтягиваем рабочую петлю, рабочую нить. Но здесь вот вверху петля должна быть свободна, вот эта, а вот которая соединение петля должна максимально быть затянута. И далее начинаем вязать уже второй ряд. Во втором ряду мы должны сделать прибавки всего по правилу круга вязания столбиков без накида. Каждый ряд прибавляется 6 столбиков без накида. Значит, на каждой петле предыдущего ряда мы делаем прибавку. И при вязании столбиков в раскол, смотрите, вкалываем крючок, вот ножка столбика, 2 ниточки, в центр, вот между ниточками вкалываем крючок. И смотрите, чтобы с изнанки крючок вышел вот тоже между 2 ножками и внизу вот под горизонтальной ниточкой. Подхватываем петлю, рабочую нить и вытягиваем петлю вот так вот вверх. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбик назад. Из этой же петли делаем прибавку, провязываем второй столбик вверх и назад. Старайтесь не затягивать столбики,
чтобы они были свободные. Далее из второй петли, вот ножка столбика, провязываем тоже 2 столбика без накида. Вкалываем вот между двумя ножками в центр. И с изнанки смотрим тоже, чтобы крючок выходил между двумя ножками и вниз под этой горизонтальной ниточкой столбика. Вверх вытягиваем, чтобы вот здесь ножка столбика была свободная, и провязываем назад. То есть нам нужно, чтобы вот эта верхняя петля не сильно растягивалась, а ножка была связана свободно. И второй столбик. Итак, провязываем второй ряд. Вот третья петля, третья ножка столбика. В центр между двумя ниточками. И с изнанки тоже между двумя ниточками выходит крючок. Провязываем 5 и 6 столбик. Итак, всего мы во втором ряду провязываем. Так, здесь внимательно смотрим. Всего мы провязываем 12 столбиков. Кстати, если у вас, допустим, столбики затянуты, можете взять крючок чуть тоньше и вкалываем крючок, вытягиваем, а затем уже провязываем крючком толстым. Итак, я провязала второй ряд столбиков, всего 12 столбиков. И теперь, смотрите, можно затянуть вот это начальное кольцо так, чтобы в центре не было отверстия. Стильно затягиваем. Пока я не буду закреплять хвостик, сделаю это в конце. Закреплю и заклею хвостик. Далее перехожу на вязание третьего ряда. Немножко вытягиваю рабочую петлю. И здесь нам необходимо соединить начало и конец второго ряда. Вот 2 полупетли, смотрите, перед ножкой вот первого столбика. Через эти 2 полупетли с изнанки на лицевую вкалываем крючок, подхватываем рабочую петлю и на изнанку затягиваем. Далее подтягиваем рабочую петлю. Затягиваем так, чтобы у нас вот здесь вверху петля была свободная, а здесь переход был минимальный. И начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду нам необходимо сделать 6 прибавок. На 2 петлях делаем 1 прибавление. И здесь, допустим, на первом столбике делаем прибавку, второй столбик провязываем 1 столбик. Вкалываем крючок также в центр столбика между двумя ниточками, так, чтобы с изнанки крючок тоже выходил между двумя ниточками под горизонтальной верхушкой. Вытягиваем вверх шнур, подхватываем рабочую петлю и провязываем первый столбик и второй на ножке первого столбика. Далее на втором столбике провязываем 1. И далее повторяем. Делаем прибавку 2 столбика на ножке и 1 столбик. И в этом ряду мы всего должны провязать 18 столбиков без накида. Заканчиваю вязать третий ряд. И здесь на ножке последнего столбика тоже смотрим, чтобы с изнанки между двумя ножками выходил крючок. Провязываем последний столбик без накида, 18. И соединяю ряд в круг. Через 2 полупетли первого столбика, смотрите, они затянуты. С изнанки на лицевую вкалываем крючок, подхватываем рабочую петлю и протягиваем на изнанку. Сначала мы просто протягиваем и затем затягиваем петлю так, чтобы здесь вверху оставалась свободная петля, а вот здесь переход был минимальный. И начинаем вязать уже 4-й ряд. В 4-м ряду мы должны сделать 6 прибавок, и количество столбиков увеличится на 2 до 24. Здесь, смотрите, будем делать прибавку так. То есть вот первый столбик, в центр столбика также вкалываем крючок. Обязательно смотрим, чтобы на изнанке крючок правильно выходил. Вытягиваем петлю и провязываем первый столбик. Прибавку будем делать на втором столбике. На следующем столбике провязываем 2 столбика без накида. И еще
плюс 1 столбик. Получается, на 3 столбиков мы провязали 4 столбика без накида. И так мы должны повторить 6 раз. Первый раз мы провязали и повторяем на первом столбике 1 столбик. Далее на втором столбике делаем прибавку, 2 столбика провязываем. И вновь 1 столбик на следующем столбике. И так провязываю этот ряд. Заканчиваю вязать 4-й ряд точно так же, как и предыдущие ряды. Через вершину первого столбика протягиваю рабочую петлю на изнанку. Далее затягиваю петлю так, чтобы вот этот переход был минимальный, но петля вверху была вытянута до высоты столбика. И начинаю вязать 5-й ряд. В 5-м ряду мы будем делать прибавку на первом столбике и далее плюс 3 столбика без прибавок. То есть необходимо менять местоположение прибавок, чтобы у нас получался ровный круг. Итак, первый столбик, в ножку столбика также вкалываем крючок, следим, чтобы на изнанке выходил крючок между двумя ниточками, двумя ножками столбика, и под горизонтальной ниточкой вытягиваем ножку столбика и провязываем вершину. И из той же точки второй столбик. И далее 3 столбика без прибавок. 1, 2, 3. В этом ряду будет у нас всего 30 столбиков. Итак, провязываю 5-й ряд. Итак, я провязала 5-й ряд и заканчиваю ряд, соединяя начало и конец ряда через вот вершину первого столбика, через 2 полупетли протягиваю рабочую петлю на изнанку, подтягиваю нить так, чтобы здесь был малозаметен переход по горизонтальной ниточке, но вертикальная ниточка, петля должна быть на высоту столбика. И далее я перехожу на вязание бортиков шкатулки. Сейчас у меня донышко в диаметре 10 сантиметров примерно. Если вы хотите, чтобы шкатулка получилась побольше, пошире, то можете еще связать 1-2 ряда, если вы вяжете полиэфирным шнуром 3 миллиметра. Итак, начинаем вязать следующий ряд, и далее мы при переходе на вязание бортиков первый ряд мы провязываем рельефные столбики без накида на вершинах столбиков предыдущего ряда. Здесь мы уже прибавок делать не будем, то есть как мы вязали 30 столбиков, далее на высоту бортиков мы будем вязать каждый ряд 30 столбиков. Итак, за вершину вот первого столбика вводим крючок с изнанки на лицевую и на изнанку и вытягиваем петлю и провязываем первый столбик без накида рельефный. Далее на вершине следующего столбика также заводим крючок за вершину и провязываем второй столбик. При вязании столбиков, смотрите, за вершины вытягиваем вот ножку столбика, но не растягиваем вот эти вот верхние петельки. Вот старайтесь вытянуть вверх крючок, вот так вот, подхватываем рабочую нить и движением назад провязывайте столбик. Итак, я провязала 6-й ряд от начала вязания, рельефные столбики без накида. И теперь заканчиваю этот ряд тоже, вот смотрите, через вершину первого столбика, 2 полупетли, с изнанки на лицевую вкалываю крючок и протягиваю рабочую петлю на изнанку. Здесь вот смотрите, затягиваем вот этот переход, но у нас вот эта вершина, верхняя петля должна быть на высоту столбика. И начинаю вязать уже стенки шкатулки. Также будем вкалывать крючок в 2 полупетли ножки столбика предыдущего ряда. Здесь в начале затянута ножка столбика, поэтому берем крючок чуть тоньше. Вкалываем крючок вот между двумя ниточками и смотрим, чтобы с изнанки тоже крючок выходил между двумя ножками под горизонтальной ниточкой.
Вытягиваем через центр ножки столбика петлю. И здесь уже подхватываем мы толстый крючок, чтобы у нас были не затянуты столбики. Вытягиваем ножку вверх, подхватываем и провязываем первый столбик. И далее, смотрите, мы провязываем на каждой ножке один столбик. То есть у нас как было 30 столбиков, так и мы продолжаем вязать по стенкам 30 столбиков в каждом ряду. И смотрите, при вязании по кругу вот этими столбиками в раскол, как называется, или столбиками галочками, важно вот чтобы столбики не косили, вкалывать крючок обязательно в центр с лицевой стороны и с изнанки, чтобы между двумя ножками выходил крючок. Вытягиваем ножку вот таким движением крючка вверх, но не растягиваем основную петлю, подхватываем и движением назад провязываем столбик. Вот отработайте эту технику, чтобы столбики не косили. И обязательно проверяйте, чтобы вы вязали как бы в раскол и с лицевой, и с изнанки. Первый ряд внимательно, далее уже будет проще вязать узор такими столбиками. Дорогие рукодельницы, еще один момент, чтобы у вас полиэфирный плоский шнур, допустим, как у меня 3 миллиметра, красиво смотрелся в узоре, нужно, чтобы шнур не перекручивался, поэтому я его периодически вот так вот разматываю. Я не могу так крутить бобину, но вот небольшую шкатулку, небольшое изделие я разматываю, и далее вот при вязании стараюсь, чтобы у меня шнур не перекручивался, то есть ровно лежал. При вязании каких-то больших изделий я, конечно, это правило не соблюдаю, так как сложно раскручивать постоянно шнур. Но при вязании шкатулки здесь уже все вот эти нюансы будет видно, поэтому старайтесь не перекручивать шнур. Итак, я заканчиваю вязать уже второй ряд по стенкам. И здесь также заканчиваю ряд через вершину первого столбика, протягиваю рабочую петлю на изнанку, подтягиваю нить так, чтобы здесь переход был незаметен, но петля вверху была на высоту столбиков. И начинаю вязать третий ряд. Также в стенку, в центр ножки вкалываю крючок, здесь и с лицевой, и с изнанки, и провязываю первый столбик. И далее продолжаю вязать вот ряды столбиками в раскол на нужную высоту шкатулки. Ну, здесь я всего провязываю 7 рядов. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала стенки для шкатулки на 7 рядов. Если почитать вот от самого низа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее 8 ряд будет закрепительный ряд. Заканчиваю этот ряд также через вершину первого столбика, протягиваю рабочую петлю на изнанку, затягиваю петлю. И в этом ряду будем вязать на вершинах столбиков соединительные столбики. То есть здесь при переходе одна на стенки мы вязали рельефные столбики без накида. Здесь мы будем вязать рельефные соединительные столбики. И для этого заводим крючок, смотрите, также за вершину столбика и разом провязываем вот соединительный столбик. Далее за следующую вершину столбика заводим крючок и разом провязываем соединительный столбик. И смотрите, получается вот такая вот плотная окантовка, которая будет немножко стягивать вверх шкатулки. Но здесь вы можете в процессе вязания немножко растягивать или свободнее взять крючок, или вот вытягивать сильнее эти петли, если вы не хотите, чтобы верх был сильно стянут. А если вы хотите, чтобы верх был немного стянут, как у бочонка, то не растягивайте петли. Итак, провязываем заключительный ряд основной части. Здесь можно будет вот так вот немножко растянуть этот ряд. Итак, делаю завершение вязания.
Здесь, провязав последний соединительный столбик, обрезаю шнур, вытягиваю через последнюю петлю хвостик, и мне потребуется крючок на номер меньше. И здесь, смотрите, вот через вот 2 полупетли первого столбика, они идут у нас с изнанки, протягиваем хвостик на себя, и затем вот вершина последнего столбика, и чуть ниже захватываем ниточку через центр второй вершины столбика, на изнанку протягиваем хвостик. Далее, смотрите, здесь можно сделать на ниточке узелок, затянуть его, заклеить капельку клея. Далее этот хвостик мы коротко обрезаем. И все, у нас это соединение будет практически незаметное. И далее переходим на вязание крышечки. Крышечку мы начинаем вязать точно так же, как донцы. Провязываем в начале, как я показала, 5 рядов и вяжем ровный круг. Итак, для крышечки я провязала круг 5 рядов столбиков, и мне необходимо еще расширить этот круг. То есть сейчас у меня как донышко по размеру связан круг, но чтобы крышечка легко одевалась сверху на основную часть, я провяжу еще 6-й ряд с прибавлениями и 7-й ряд без прибавок, тоже таким же узором, столбиками в раскол. Соединила ряд, и смотрите, если в предыдущем ряду я делала прибавку на первом столбике, то в 6-м ряду на 5 столбиках я буду делать прибавку на 3-м столбике. То есть на первом столбике также в раскол провязываю 1 столбик, внимательно вкалываем крючок в ножку столбика, вытягиваем и провязываем. На втором столбике также 1 столбик, а на 3-м делаю прибавку 2 столбика. И заканчиваю как раппорт или сектор круга 2 столбика по одному. И далее идет повтор. На следующих 5 столбиков тоже в начале по одному, на 3-м 2 и еще 2 по одному. Всего будет в 6-м ряду 36 столбиков. Перехожу на вязание 7-го ряда, и в 7-м ряду мы вяжем 36 столбиков, то есть этот ряд идет без прибавок. Также в раскол провязываем столбики без накида. Я закончила вязать 7-й ряд, и далее перехожу на 8-й ряд, и это будет заключительный ряд для крышечки. Также через вершину первого столбика без накида, через 2 полупетли наизнанку протягиваем рабочую петлю, затягиваем петлю, чтобы тут был незаметен переход. И далее 8-й ряд мы будем вязать точно так же, как здесь заключительный ряд по основной части, соединительные столбики за вершины от столбиков предыдущего ряда. Заводим крючок за вершину столбика и разом провязываем как соединительный столбик. Далее за следующую вершину заводим крючок и провязываем разом. У нас край будет немножко стянутый. Вытягиваем здесь петлю, чтобы не сильно стягивала край. Но все равно край будет более уплотненный, и крышечка, как вот здесь, будет немножко стянута вниз. Итак, завершаю вязание крышечки. Здесь, провязав последний столбик 8-го ряда, обрезаю шнур, хвостик вытягиваю через последнюю петлю, беру крючок чуть тоньше, и здесь, смотрите, через 2 полупетли первого столбика протягиваю
хвостик на себя. И теперь через центр вот последней петли и ниточку ниже вкалываем крючок, протягиваем хвостик наизнанку. И здесь внизу за ниточку ниже можно сделать еще узелок. Далее берем клей, капелька клея на этот узелок, хотя здесь даже можно чуть сверху. И здесь я вот от центра тоже хвостик подклеиваю и коротко эти хвостики обрезаю после того, как подсохнет клей. Итак, дорогие друзья, крышечка готова. Если она немножко затянута вниз, то можно вот этот край растянуть. Вот, и свободно крышечка будет сверху надеваться на основную часть. И теперь нам осталось связать вот такую ручку в виде небольшого шарика. И для вязания я использую крючок номер 4, то есть намного тоньше. И здесь все очень просто. Из начального кольца провязываю в начале 6 столбиков без накида. Далее затягиваю начальное кольцо и продолжаю по спирали вязать 6 столбиков без накида. Вот вершина первого столбика, провязываем из нее столбик без накида, из следующий столбик без накида. И смотрите, у нас вязание будет заворачиваться внутрь, то есть мы так провязываем буквально 2-3 ряда, чтобы у нас образовался небольшой шарик. Шарик сформировался. Теперь обрезаем шнур. Через последнюю петлю вытягиваю хвостик. И смотрите, вот этот хвостик, который идет сверху, мы его протягиваем вот через верхнюю самую точку, через начальное как бы кольцо вниз. И затем мы будем закреплять вот эту ручку на крышечке с помощью 2 хвостиков. Протягиваем с одной стороны хвостик наизнанку и с другой стороны тоже хвостик симметрично протягиваем наизнанку второй между столбиками первого ряда. Затем смотрите, чтобы у вас ручка была симметрична сверху. Здесь сделаем небольшой узелок. Можно даже простой узелок сделать, то есть не навязывать узлы. Заклеиваем его, так как он не будет из-за клея распускаться. И, конечно же, коротко обрезаем вот эти хвостики после того, как подсохнет клей. И сверху образуется вот ручка шарик. Конечно, можно сюда и пуговичку, и ленточку, или просто петельку сделать. И получается вот такая аккуратная крышечка, как у грибочка.